Это стекло не должно существовать в Сахаре, но оно лежит там миллионами фрагментов, некоторые размером с кулак, идеально прозрачные, с частотой 98% кремния-изема, происхождение которых до сих пор не объяснено. Но территории Ливийской пустыни между Египтом и Ливией, а это на минуточку около 2 миллионов квадратных километров, что в 3 раза больше всей Франции и Германии вместе взятых, находят поля прозрачного стекла возрастом около 29 миллионов лет. Его фиксируют спутники, экспедиции и бедуинские проводники, но ни одна геологическая модель не объясняет его появление полностью. Некоторые фрагменты идеально чисты, словно расплавлены мгновенно при температуре выше 2000 градусов. Официально это след древнего удара метеорита, но в кратерах поблизости нет соответствующего источника энергии. И тогда возникает вопрос, откуда пришел импульс плавления? Другие образцы содержат микроскопические пузырьки газа, запертые в стекле в момент мгновенного охлаждения. Ученые связывают это с воздушной ударной волной, но структура пузырьков не совпадает с известными импактами, и это делает происхождение еще менее предсказуемым. Артефакты находят на огромной площади, распределенной так, будто источник был не точкой, а линией воздействия. Геологи предполагают древний воздушный взрыв, но следы такого события не обнаружены в слоях осадков. И это противоречие усиливается при каждом новом анализе. Разные лаборатории дают противоположные результаты по температуре образования и скорости плавления, и до сих пор у исследователей нет единого ответа. Каждое новое измерение только расширяет диапазон неизвестного. Но тогда возникает более опасный вопрос. Было ли это природным явлением или следом технологии, которую мы не распознаем? Если у тебя есть версия, напиши ее в комментариях, поставь лайк и подпишись на расследование. Далее «Врата Саудовской Аравии». История только начинается и не имеет финала. В Саудовской пустыне обнаружены структуры, которые местные называют вратами, и они не вписываются ни в одну известную геологическую модель. Линия этих образований уходит на сотни километров сквозь плато Хиджаза, от Красного моря до внутренних пустынных массивов, и их происхождение фиксируют спутники разных миссий. Некоторые из них идеально круглые, другие вытянуты в линии, но геологические отчеты называют их естественными трещинами лавовых полей. Однако археологи фиксируют внутри этих форм следы обработанного камня, что противоречит версии о чисто природном происхождении. Официальная интерпретация остается осторожной, ссылаясь на эрозию и тектонику, но новые снимки показывают повторяющиеся геометрические паттерны. Именно эти паттерны вызывают споры, потому что они повторяются с математической точностью на разных высотах и слоях, и до сих пор у исследователей нет единого ответа. Некоторые команды предполагают неизвестные формы древнего планирования ландшафта, другие говорят о редких природных процессах, которые еще не описаны в науке. Но наиболее странным остается тот факт, что часть структур совпадает с древними маршрутами караванов. И это совпадение не объясняет ни один из существующих сценариев. Чем глубже анализируют эти образования, тем больше появляется новых аномалий на соседних территориях. И возникает вопрос, являются ли врата Саудовской пустыни природным феноменом или частью утраченной системы знаний? Если у вас есть версии, напишите их в комментариях, поставьте лайк, если хотите продолжения. А мы продолжаем расследование. И на очереди у нас колесные структуры Аравии. Это откроет еще более странный слой этой истории, который связывает геологию, археологию и неизвестные инженерные практики древности, которые до сих пор не объяснены полностью. В 1927 году флайт-лейтенант Мейтленд опубликовал статью в журнале Antiquity под названием «The Works of the Old Man in Arabia», где описал гигантские геоглифы, увиденные им во время полетов по маршруту Каир-Багдад над лавовыми полями Трансиордании, ныне Иордания, Сирия, Саудовская Аравия.
Эти структуры покрывают территорию размером с небольшую страну, возраст от 2 до 9 тысяч лет, они старше Стоунхенджа и пирамид. Официальная версия — контроль миграции животных, но многие из них не имеют логики, охоты, почему некоторые расположены в абсолютно пустых зонах, без следов жизни. С орбиты видны вложенные геометрические формы, повторяющие одну и ту же логику построения. Некоторые исследователи замечают повтор геометрии, которая не соответствует случайным формированиям. Геологи объясняют это эрозией и ветровыми процессами, но даже модели не всегда воспроизводят такие формы. Что если это не природа создала в полной мере? В Иордании есть участки, где колеса связаны длинными линиями, как сеть, протянутая по пустыне. Некоторые из них перекрывают друг друга на разных уровнях почвы, как если бы создавались в разные эпохи. И до сих пор у исследователей нет единого ответа. Междисциплинарные группы спорят между археологией и геоморфологией. Каждая сторона видит свою логику, но ни одна не объясняет все структуры. Некоторые карты показывают, что подобные формы встречаются и за пределами Аравийского полуострова, в Сирийской пустыне и даже Синае, как если бы это была единая система. И кажется, мы только начинаем понимать масштаб этого явления. Как ты думаешь, что это? Природная случайность? Напиши в комментариях свою версию, поставь лайк и переходи к следующему расследованию, где феины круги Намиба могут оказаться еще более необъяснимыми, чем колеса Аравии, и открыть совершенно другую логику пустынных ландшафтов. В пустыне Намиб земля сама выжигает идеальные круги, словно кто-то стер жизнь по циркулю. На протяжении 2000 километров от Анголы до ЮАР в красном песке появляются тысячи голых дисков диаметром от 2 до 20 метров, окруженных густым кольцом травы. Их возраст сотни лет, а количество превышает 10 тысяч. Они появляются без видимой причины и сохраняются десятилетиями. В 1970-х годах ученые заметили, внутри кругов почва идеально гладкая, без единого корня. Термиты Psammatermes allacerus якобы поедают все вокруг своих гнезд, но анализ показал, в большинстве кругов термитов нет, а те, что есть, пришли уже после образования. Второй сегмент. Растения конкурируют за воду так жестко, что создают зоны отмирания. Математические модели точно воспроизводят узор, однако круги появляются даже там, где воды достаточно, а соседние участки остаются нетронутыми. Третий сегмент. В 2010-х годах нашли следы токсичных газов из глубинных разломов, но газ не объясняет идеальную регулярность расположения кругов. Они стоят на расстоянии ровно в 6-7 метров друг от друга, как искусственная решетка. Научный конфликт достиг пика. Три ведущие гипотезы — термиты, растения и газ — противоречат друг другу, и до сих пор у исследователей нет единого ответа. Каждый новый круг кажется частью гораздо большей скрытой системы, которая меняет наше понимание того, как пустыня управляет жизнью. Если это не случайность и не насекомые, то что именно заставляет Землю рисовать эти идеальные печати на протяжении десятилетий? Напишите в комментариях, какая теория кажется вам правдоподобной. Ставьте лайк, если хотите больше древних аномалий, и переходите к следующему расследованию – мумии Такламакана. В сердце пустыни Такламакан, где песок пожирает все живое, лежат мумии, способные переписать историю человечества. 4000 лет назад в самом недоступном уголке Азии существовала цивилизация, чьи тела сохранились так, будто смерть пришла вчера. Более 200 мумий, высокие, светловолосые, с ярко выраженными европеоидными чертами. В 1934 году шведский археолог нашел первую, за ней нашли еще сотни.
Они хоронили своих мертвых в перевернутых лодках, хотя вокруг только безводная пустыня. На них клетчатая шерстяная одежда, кожаные сапоги, остроконечные шляпы. Рядом сыр из молока, пшеница и овес. Официальная версия гласила «торговцы с запада», но радиоуглеродный анализ показал, что они жили здесь задолго до Шелкового пути. Еще глубже, ДНК ранних мумий почти полностью принадлежит древнему североевразийскому компоненту, исчезнувшему после ледникового периода. Никакой примеси от степных кочевников или земледельцев-соседей, полная генетическая изоляция. Следующий слой открывает новое противоречие. Поздние мумии уже несут следы смешения. Кто-то пришел извне и изменил картину. И до сих пор у исследователей нет единого ответа. Кто были эти люди, чьи лица смотрят на нас сквозь тысячелетия? Почему их культура исчезла, оставив только песок и вопросы? А главное, сколько еще таких скрытых глав истории похоронено под поверхностью привычного нам мира? Если эта история зацепила тебя, пиши в комментариях, какую аномалию разобрать следующей, ставь лайк и подписывайся, чтобы не пропустить продолжение расследования.